Итак, всем привет! Давайте сегодня почитаем комментарии, что касается Windows 11. Их набралось. Вернемся к рубрике комментарии касательно Windows 11. Давайте откроем последнее видео, крайнее. Ну, тут нету особо комментариев. Где скачать Windows WinX? Отвечаю на этот комментарий. Буду помечать лайком, как обычно. Из центра обновления Windows, либо собрать образ. Я сниму видео и покажу, как это делать. Поехали дальше. Так, лайком он уже помечен, давайте мы что-то не очень, им лучше дальше, как было один раз в год, выпускать глобальное обновление. Да, я согласен с этим, но может еще этому раз в месяц какие-нибудь функции новые, и этого было бы достаточно. А теперь каша, и к тому же на Win 11 могут забить и ориентироваться теперь на Win 12. На Win 11 не забьют, потому что, объективно говоря, Microsoft может разрабатывать две версии Windows. Одна команда занимается Windows 10, например, сейчас, расширенной поддержкой системы, а вторая команда занимается Windows 11 и обновлениями Moments и также Windows 12. И вообще, им сразу, когда релизнули Win 10 в 2015 году, надо было только одно обновление в год выпускать, а они лупили по 2 в год. И 10 это уже мем нестабильности. Но я бы так не сказал, что 10 это мем нестабильности. То, что они лупили по 2 обновления, это да. С этим я соглашусь. Логичнее было выпускать одно обновление и не делать Windows 11, тем более, что с такими требованиями. TPM 2.0, также в копилку поддержка процессоров от 8 поколения Intel и выше, также AMD там более навороченный. А десятка вполне стабильна. Я снимал по этому поводу ролик, есть на канале по скрипту. И еще что-то Win 11 медленно развивается, нет полноэкранного пуска, нет изменений в панели задач, а именно изменять ее размер или перемещать. Также нету нового установщика. И полноценные темные темы, даже виджеты не улучшили. У них сотрудники и разработчики походу по часу в день работают, остальное время отдыхают, хотя зарплаты там очень приятные. Ну, насчет полноэкранного пуска и медленного развития. Скажи мне, пожалуйста, ты хочешь все и сразу? Такого не бывает. Ни в обычной жизни, ни в каком-то деле и даже не в разработке программного обеспечения. Про виртуалку я отвечал. Чур не болеть, спасибо, тут тоже отвечал. Вернемся на канал, там был какой-то комментарий интересный. Зачем ты рассказываешь про 11-ю винду, сидя на macOS или поставив тему под macOS? Ты обдолбишь? Значит так, это очень интересный комментарий, ради которого я решился на это видео. Поставил тему под macOS. Смотрим об этом Mac. Это MacBook Pro 14 дюймов 2021 года. Это чип Apple M1. Это 16 гигабайт объединенной памяти. Это настоящий MacBook Pro. Далее. Как я рассказываю, то есть записываю ролики инсайдерские Windows 11. Так как не работает, здесь нет буткампа, здесь он не предусмотрен, у нас есть у маководов, у владельцев, скажем так, компьютеров Apple на чипе M1, M2, скажем так, на чипе Apple Silicon. Архитектура здесь ARM, и единственный вариант это параллель десктоп. Ну, не единственный, есть еще. Откроем центр управления. Это Windows 11. Инсайдерская сборка. Dev. Прекрасно ставится обновление. Есть встроенный TPM. Давайте откроем параметры. Оборудование. Давайте даже запустим Windows 11. Сейчас, минуточку. Вот, запускаем Windows 11. Запускается Windows 11.
Мы делаем это все на весь экран. И мы получаем полноценную Windows 11. Для того комментатора, который говорит, что я, во-первых, поставил тему под macOS, во-вторых, ну вот как я рассказываю про Windows. У меня нет возможности сейчас собрать компьютер. Железо у нас дорогое. Если этот комментатор такой умный, я приложу внизу этого ролика реквизиты для донатов, и пускай этот один человек скинет мне на железо. У меня сейчас только эта возможность снимать для вас ролики по девелопер сборкам Windows 11. Это полноценная система, здесь можно даже играть. Мы готовим материал по играм на процессоре. Давайте выключим виртуальную машину и продолжим разговаривать дальше, что касается комментариев. Давайте творческую студию YouTube. А сайт, который я использую для сборок, ну, для просмотра, это changewindows.org. Здесь сказано, какая версия в разработке, что у нас скоро выходит, что у нас поддерживается, в том числе, где идет расширенная поддержка. Давайте мы зайдем в творческую студию. Мне такие комментарии, мне смешно просто читать вот такое вот. Что у нас еще здесь по Windows? Пришло сообщение, что надо обновить Windows 10. 2 часа комп устанавливал 21% обновления. Да даже начисто Windows 10 устанавливает 20-40 минут. Выдернул шнур из розетки и перезагрузил компьютер, отказ изменений и поставлю запрет на все обновления Microsoft. Обновление только тормозит ПК пользователя. Обновление это ненужное зло. Я бы так не сказал. Во-первых. Во-вторых, может, нужно было перезапустить установку обновления. И она бы обновилась, если у вас поддерживаемый компьютер. А у вас он поддерживаемый. Windows 11 прекрасная система, она не тормозит компьютер. За год я такого не замечал. Дальше Валентин Боев, это мой подписчик. Спасибо тебе, что ты со мной, то, что ты с проектом, то, что ты с нами, но читаю твои комментарии. Ни одна из озвученных вами сборок не выйдет 20 сентября. Выйдет предрелизная сборка, это раз. Я приложу ролик, я исправил свою ошибку, выйдет 22621. Которая сейчас находится в превью, она выйдет сюда. Это обновление Moments. Это официальная информация. Вот это выйдет попозже. Если кто повторит ваши танцы с бубном, столкнутся с массой проблем. Это 2. Опять же, год существует Windows 11, я не замечал никаких проблем у моих подписчиков. И у меня самого. Так что это полная чушь. Без обид. Надеюсь. Поехали дальше. Что у нас тут еще? Давайте откроем. Подскажи, пожалуйста, сборку для чайника, так, чтобы поставить и забыть, облегченную. Сборками мы не занимаемся. Я могу предложить поставить Windows 11, которая сейчас находится в общем канале. Много роликов у нас есть. Для неподдерживаемого компьютера и для поддерживаемого компьютера. Смотрите, делайте. Все файлы в Телеграме. Телеграм в шапке YouTube канал. Дальше идем. Почему у тебя интерфейс винды какой-то растянутый? Разрешение криво встало, что ли? Нет. У MacBook разрешение экрана немножко не для YouTube, скажем так. Поэтому вот такое вот. В данный момент у меня подключен у меня монитор 920 на 1080 и ролики в стандартном Full HD. Здесь разрешение 3024 на 1964. Я пользуюсь с монитором, потому что я делаю для вас контент. Привет, хочу обновить Windows 10 до версии 22.4. Как это сделать? VPN плюс в программе предварительной оценки круг предварительный выпуск и проверить наличие обновлений.
Здравствуйте, очень прошу, дайте ссылочку, где лежит этот файлик, и Али пришлите, не могу найти, очень не хочется установить Win11 на новый дашборд. Все файлы есть в телеграм-канале. Подписывайтесь. Вот он наш телеграм-канал. Файлы. И здесь все есть. Вот Windows 11 для неподдерживаемых ПК. Вот эта папка, здесь все есть. Заходите в телеграм-канал, в обсуждение, файлы и ищите эту папку от декабря 2021 года. Дальше. Пробовал ставить Windows 11 без темпа настройкам. Ставится какой-то Франкенштейн, половина программ из десятки. Блокнот Paint. В общем, топку поставлю 10. Основной комп на Linux. Согласен полностью Windows 11. Так. Если так посмотреть, Windows 11 основана на Windows 10. Вы хотите, чтобы Microsoft сделала все и сразу в один миг? Не бывает такого. Не бывает. И не будет никогда. Возьмите даже Apple. Никогда в программном обеспечении не появляется тех функций, которые заявлены были сразу на старте. Не появляются. Поэтому придется подождать. А так Windows 11 прекрасная система. Я не говорю в защиту. Я просто говорю как о системе. Дальше поехали. А если у меня несовместимый процессор, потому что я сделал все на виртуальной машине, у меня цикличный. Потому что на виртуальной машине, если ставить на обычное железо, будет все нормально. Способ, похоже, устарел. Да, Google Play Market устарел способ. Есть новый, но у меня нет возможности снять видео, потому что здесь не поддерживается Windows System for Android. Здесь, в принципе, Windows не поддерживается. Жаль, но не актуально. Уже делают то же самое на другом ПК. Но на установке здесь на винде нет, что делать теперь. Обновим все ролики. Так, я общее объявление сделаю. Общее объявление. Все видео, которые для неподдерживаемого компьютера, все будет обновлено в ближайшее время. Весь контент по Windows 11 будет обновлен. Также мы будем разбирать инсайдерские сборки девелопера Windows VNext. Подписываемся на канал и следим за контентом. 20 сентября у нас выходит новое обновление, также мы на эту тему с вами поговорим. Вот такое получилось разговорное видео по комментариям. Телеграм-канал вот в шапке. Открываете канал и вот жмете на кнопочку Telegram. Я немножко поменяю, наверное, шапку, чтобы было видно. Telegram. Сделаю значок Телеграма, чтобы вы сразу видели. Увидимся в скором времени. Всем пока.